9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы разбираемся с формулами сокращенного умножения. Ну, не со всеми. Мы будем разбираться сегодня только с кубом суммы и кубом разности. Научимся расписывать эти формулы, познакомимся, как они звучат, и рассмотрим алгоритмы раскрытия куба суммы и куба разности. Эта тема изучается в 7 классе в курсе алгебры. Давайте приступим. Итак, представим, что нам необходимо выполнить умножение трех двухчленов, причем одинаковых двухчленов. Это а плюс b умножить на а плюс b умножить на а плюс b. Что мы можем сделать? Мы можем применить свойства степени и записать их более кратко. А плюс b в кубе. И тогда данное выражение читается таким образом. Куб суммы двух выражений. Вот у нас с вами куб, вот у нас с вами сумма. То есть куб суммы двух выражений. Каким же образом мы можем раскрыть скобки? Да? Есть необходимость иногда раскрывать скобки, то есть произведение нескольких скобок нам для решения уравнений или для решения каких-то задач необходимо уметь раскрывать. Соответственно, для чего нам предназначены формулы сокращенного умножения? Для того, чтобы мы могли это делать быстро. Если мы с вами вот таким вот образом будем раскрывать скобки, соответственно, это будет долго. Сначала мы 2 скобки умножим, потом мы еще скобку умножим, а потом нужно привести подобные слагаемые. Но что мы с вами замечаем? Мы замечаем, что можно записать первые 2 скобки как а плюс b в квадрате, а мы знаем уже эту формулу, это квадрат суммы, и умножить на вторую скобку. Первую скобку распишем по формуле квадрат суммы. Это будет квадрат первого выражения плюс удвоенное произведение первого выражения на второе, плюс квадрат второго выражения, и умножить на скобку а плюс b. А дальше мы просто действуем по правилу умножения многочлена на многочлен. То есть берем первое выражение, умножаем на каждое во второй скобке, второе выражение умножаем на каждое во второй скобке и так далее. Если мы все с вами это произведем, мы получаем вот такое выражение. И что мы здесь замечаем? Мы замечаем, что у нас есть подобные слагаемые. А квадрат b, 2а квадрат b, и 2аб квадрат, и аб квадрат. Что такое подобные слагаемые? Подобные слагаемые – это слагаемые, у которых одинаковая буквенная часть. И теперь нам нужно привести подобные слагаемые. А привести подобные слагаемые, другими словами, это значит просто посчитать их количество. А квадрат b, 2а квадрат b, это будет 3а квадрата b. 2аб в квадрате плюс аб в квадрате, это тоже будет 3аб в квадрате. И тогда мы получаем вот такое выражение. То есть был куб суммы, в результате мы получили первое выражение в кубе, тройка умножить на первое выражение в квадрате умноженное на b, плюс тройка умноженная на первое выражение умноженное на b в квадрате и плюс b в кубе. И эта формула называется кубом суммы. То есть мы с вами получили формулу куб суммы. Можно запоминать, как записано на виде формулы, можно запоминать словесно. Но лично мне удобнее запоминать словесно. Как звучит словесная формула куба суммы? Куб суммы двух выражений равен кубу первого выражения плюс утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и плюс куб второго выражения. Значит, наша цель сейчас с вами состоит в том, чтобы научиться расписывать по формуле любые кубы суммы. Давайте рассмотрим алгоритм. Надеюсь, он вам поможет. Алгоритм раскрытия данной формулы. Итак, чтобы представить куб суммы двух выражений в виде многочлена, необходимо определить первое и второе выражение. То есть в данном случае у нас первое выражение а, второе выражение b. Дальше записываем куб первого выражения и знак плюс. Далее произведение. Нам необходимо тройку умножить на квадрат первого выражения и второе выражение и поставить знак плюс. Следующее действие.
тройку умножить теперь на первое выражение и квадрат второго выражения и поставить знак плюс. И последнее действие, посмотрите, которое нам необходимо выполнить, это записать куб второго выражения. Давайте рассмотрим на примере. Предположим, у нас есть выражение 3х плюс 2 в кубе. Да? Куб суммы двух выражений. Первое, что нам нужно сделать, это назвать первое и второе выражение. Первое выражение это 3х. Вот оно, первое слагаемое. Да? Первое выражение это первое слагаемое. Второе выражение это 2. Дальше действуем по алгоритму. Нам необходимо записать куб первого выражения и поставить знак плюс. Первое выражение это 3х. Значит, нам необходимо первое выражение 3х возвести в куб. 3х в кубе плюс. Обязательно ставим скобки, потому что иначе, если мы не поставим скобки, куб будет относиться только к х, а нам нужно все выражение возвести в куб. Третий пункт алгоритма. Нам нужно записать произведение тройки квадрата первого выражения умножить на второе выражение. И ставим знак плюс. Все это необходимо теперь посчитать. 3 в квадрате это у нас с вами 9. 9 на 3 27. 27 на 2 54. То есть мы получаем 54х во второй степени. Делаем следующий шаг. Нам необходимо тройку умножить на квадрат второго выражения и плюс умножить на первое выражение. Считаем. 2 в квадрате 4. 4 умножить на трижды 3. Трижды 3 это 9. 4 умножить на 9 будет 36. 36х. И последнее действие, которое нам нужно сделать, это записать куб второго выражения 2 в кубе. И тогда мы получаем окончательный ответ 3х квадрат плюс 2 в кубе. Это будет 27х в кубе плюс 54х в квадрате плюс 36х плюс 8. Мы расписали с вами куб суммы, используя формулу сокращенного умножения. Давайте рассмотрим теперь это все на примере. Допустим, нам необходимо записать кубы двух членов в виде многочленов стандартного вида. То есть, другими словами, нам необходимо с вами раскрыть куб суммы. Давайте начнем действовать по алгоритму. Итак, мы определяем с вами первое выражение, это х квадрат, и второе выражение, это 1. Первое выражение и второе выражение. Дальше нам необходимо первое выражение х квадрат записать в виде куба этого выражения и поставить знак плюс. Дальше нам необходимо тройку умножить на квадрат первого выражения и умножить на второе выражение. Далее тройку умножить на первое выражение и квадрат второго выражения. И последнее, что нам нужно записать, это куб второго выражения. Давайте теперь упростим. Х в квадрате в кубе по свойству степени. Если у нас степень в степени, то показатели перемножаются. Мы получаем х в шестой степени плюс х в квадрате и в квадрате. У нас получается х в четвертой степени. 3 умножить на 1, естественно, 3. И мы получаем 3х в четвертой степени. 3 умножить на х в квадрате. 1 в квадрате это единица. Единицу умножить на тройку, естественно, будет тройка. Значит, мы получаем 3х в квадрате. И плюс 1 в кубе это будет 1. Мы расписали с вами данный двухчлен в третьей степени. И он у нас получился в виде х в шестой плюс 3х в четвертой плюс 3х в квадрате плюс 1. Давайте распишем точно так же по формуле куба двучлена 2 плюс b в кубе. Определяем первое выражение, это 2. Определяем второе выражение, это b. Итак, по формуле нам необходимо первое выражение взять в куб плюс утроенное произведение
квадрата первого выражения умножить на второе выражение плюс утроенное произведение квадрата второго выражения, умноженное на первое выражение, и плюс куб второго выражения. Считаем теперь. 2 в кубе это 8. 2 в квадрате 4 умножить на 3 – 12. Мы получаем 12b. 3 умножить на 2 – 6. И еще b в квадрате получаем 6b в квадрате. И остается b в кубе. Мы записали с вами куб выражения 2 плюс b. Следующее выражение. p в кубе плюс 2q. Значит, первое выражение будет p в кубе. Второе выражение получается 2q. Нам необходимо по формуле первое выражение записать в куб плюс. Дальше. Утроенное произведение квадрата первого выражения. Первое выражение у нас p в кубе квадрат. Умноженное на второе выражение плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго выражения. Обязательно ставим скобки, иначе у нас получается, что мы только q возьмем в квадрат, а нам нужно полностью все выражение возвести во второй степени. И плюс точно так же берем скобки, потому что нам необходимо возвести в куб все второе выражение. Упрощаем. p в кубе и в кубе. Степень в степени, значит, мы показатели перемножаем. Получается p в девятой степени. Плюс 3 умножить на 2 – 6. p в третьей степени и во второй степени будет p в шестой степени. q. Плюс. Возводим 2q в квадрат. Если у нас произведение в степени, значит мы каждый множитель берем в эту степень. 2 в квадрате будет 4. 4 умножить на 3 – 12. p в кубе, q в квадрате. И плюс последнее слагаемое нам нужно 2q возвести в куб. 2 в кубе это будет 8 и q в кубе. А теперь попробуйте проверить себя. Поставьте на паузу, посмотрите на примеры, попробуйте раскрыть самостоятельно кубы суммы и через какое-то время включите и проверьте, совпали ваши ответы с моими или нет. Начинаем. Ну все, можно теперь проверить и посмотреть, что у нас получается. Если у вас совпали, все прекрасно. Если не совпали, не отчаивайтесь, потому что это немножечко сложная формула. Я согласна, что не всегда получается, не переживайте. Упрощение по формулам сокращенного умножения требует практики. Сделаете какое-то количество, и вы не заметите, как сами уже легко и просто делаете раскрытие скобок. Ну, это у нас был с вами куб суммы. А что, если у нас есть не сумма в двух выражений, а разность двух выражений? Здесь все аналогично. Что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем записать произведение трех одинаковых скобок как а минус b в кубе. И это выражение называется как куб разности двух выражений. Давайте произведем те же самые манипуляции и точно так же попробуем раскрыть и определить, чему же равняется куб разности двух выражений. Также сначала запишем это как квадрат разности. Раскроем квадрат разности. Это квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого выражения на второе плюс квадрат второго выражения. И умножим на скобку а минус b точно так же по правилу умножения многочленов. То есть первое выражение умножаем на каждое во второй скобке и постепенно приходим к тому, что мы последнее выражение умножим на каждое слагаемое во второй скобке. Произвели умножение, раскрытие скобок.
И мы опять определяем, что здесь есть подобные слагаемые. Минус а квадрат b, минус 2а квадрат b. Это одни подобные слагаемые. И 2аб в квадрате плюс аб в квадрате – это другие подобные слагаемые. Считаем количество. Здесь минус 1, минус 1а в квадрате b, а здесь минус 2а в квадрате b. Значит, вместе это получается минус 3а в квадрате b. А здесь у нас с вами 2а в квадрате b плюс 1а в квадрате b. Значит, получаем 3а в квадрате b. И мы получили с вами формулу, которая называется куб разности двух выражений. Это запись в виде формулы. Как же эта запись звучит в виде слов? Куб разности двух выражений равен кубу первого выражения минус утроенное произведение квадрата первого выражения на второе выражение плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и минус куб второго выражения. Смотрите, что можно здесь заметить? Знаки у выражений чередуются. Посмотрите, здесь у нас плюс, у нас всегда невидимый знак это плюс, плюс, минус, минус. То есть, если вы хорошо разобрались с формулой куба суммы, куб разности запоминается уже аналогично, попроще, и если вы выстроите закономерность. То есть, еще раз, знаки у куба разности просто чередуются. Плюс, минус, минус. У первого выражения плюс, у второго минус, у третьего плюс, у четвертого минус. Ну, точно так же рассмотрим с вами алгоритм разности двух выражений. Что необходимо сделать? Точно так же определить первое и второе выражение. Затем мы записываем куб первого выражения и ставим знак минус. Записываем произведение также числа 3. Первое число возводим в квадрат, умножаем на второе число и записываем знак плюс. Дальше утроенное произведение, то есть произведение числа 3 на первое число и квадрат второго выражения. И ставим знак минус. И записываем куб второго выражения. Давайте рассмотрим это на примере. Как работает алгоритм на примере. Итак, нам необходимо определить первое и второе выражение. Первое выражение это 2х, второе выражение это 3. Здесь выражение мы берем без каких-то там отличительных особенностей, без минусов. Мы просто берем первое выражение и второе выражение. Что делаем дальше? Дальше нам необходимо записать куб первого выражения. 2 в кубе это будет 8, мы получаем 8х куб. Дальше нам необходимо тройку умножить на 2х в квадрате и умножить на 3. Тройку умножить на 2х в квадрате и умножить на 3. То есть это произведение, или другими словами, утроенное произведение квадрата первого выражения на второе выражение. 2 в квадрате 4, 4 трижды 3, 9, 4 умножить на 9 это будет 36, 36х квадрат. То есть у нас здесь получается уже 8х куб минус 36х квадрат. Дальше нам необходимо записать произведение числа 3. Потом мы берем первое выражение и умножаем на квадрат второго. Тройку умножаем на квадрат второго выражения. Вот у нас 3. И умножить на первое выражение. Но хоть и записано в алгоритме, что мы тройку умножаем на первое выражение квадрат второго, мы знаем, что от перемены мест множителей произведение не меняется. 3 в квадрате это будет 9, 9 умножить на 3 – 27, 27 умножить на 2 получаем, в этом случае мы получаем 54х. 54х. И дальше по алгоритму нам необходимо записать куб второго выражения. То есть второе выражение у нас тройка, необходимо записать 3 в кубе. 3 в кубе это 27. И тогда окончательный ответ у нас получается, что куб разности 2х и 3 это будет 8х в кубе минус 36х в квадрате плюс 54х минус 27. Знаки чередуются. То есть если бы мы с вами расписывали куб суммы, везде бы стоял плюс. У куба разности мы знаки просто написали по порядку. Да? Точнее, не по порядку, мы чередовали. Будем так говорить. Итак, давайте рассмотрим на примере. Предположим, у нас есть 3 выражения. 3 двучлена, которые записаны в виде кубов разности. Давайте распишем эти кубы
по алгоритму. Итак, начнем. Нам необходимо первое выражение взять в куб и поставить знак минус. Дальше тройку умножить на первое выражение в квадрате и умножить на второе выражение. И ставим знак плюс. Тройку умножить на первое выражение и квадрат второго выражения. И поставить знак минус. И второе выражение необходимо возвести в куб. Что мы получаем? А в кубе и в кубе. Если у нас степень степени, мы показатели перемножаем. То есть мы получаем а в девятой степени минус 3 на 2 получаем 6. А в кубе и в квадрате это получается а в шестой степени. Плюс 2 в квадрате это 4. 4 умножить на 3 получаем 12. 12 а в кубе и минус 8. Мы расписали с вами куб разности выражения а в кубе минус 2. Приступим к следующему. Все точно так же. Определяем первое выражение и определяем второе выражение. Первое это 4, второе выражение bc. Первое выражение берем в куб и ставим знак минус. Тройку умножаем на первое выражение в квадрате и умножаем на второе выражение и ставим знак плюс. Тройку умножаем на первое выражение и на квадрат второго выражения и ставим знак минус. И второе выражение берем в третью степень. Раскрываем. 4 в кубе. Что такое 4 в кубе? 4 до 4 – 16. 16 умножить на 4 это будет 64. 64 минус. Раскрываем здесь. 4 в квадрате это 16. 16 умножить на 3 будет 48. 48 bc. Плюс 3 до 4 – 12. b и c необходимо возвести в квадрат. Если у нас произведение в степени, значит мы каждый множитель берем в эту степень. Получаем b в квадрате, c в квадрате. И минус аналогично произведение в степени, значит мы b возводим в куб и c возводим в куб. Следующее выражение. Первое выражение это х4 минус а, второе выражение это 2 минус а. Действуем по алгоритму. Итак, первое выражение х4а возводим в третью степень и ставим знак минус. Дальше тройку умножаем на первое выражение х4а и умножаем на второе выражение. Первое выражение берем в квадрат. Дальше плюс тройку умножаем на первое выражение х4а и умножаем на второе выражение. Второе выражение берем в квадрат. И минус второе выражение в третьей степени. Считаем. х4 умноженное на а в кубе. Произведение в степени. Берем каждый множитель в эту степень. То есть х4 берем в куб и а берем в куб. х4 и в кубе это будет х в 12 степени. Свойства степеней не забываем. Х в 12 степени и а в третьей. Минус 3 умножаем на 2, получаем 6. Х в четвертой и в квадрате это будет х в 8. А в квадрате, да еще одно а у нас. Получаем а в квадрате умножить на а в первой, это будет а в третьей. Плюс 3 умножить на 2, это у нас получается 2 в квадрате, да, 2 в квадрате 4, 4 умножить на 3, это у нас будет 12. Это будет 12, х в четвертой. Дальше а возводится в квадрат, и еще одно а, это будет а в кубе. И минус 2 в кубе, это будет 8, а в кубе. Итак, еще раз проверяем. Х 12 а в кубе минус 6 х 4 а в кубе
х8, точнее, простите, а в кубе. 6 получается, да на 2 12. 12х4 а в кубе и минус 8а в кубе. А теперь попробуйте сделать самостоятельно. Я предлагаю вам точно так же 3 примера, да, 3 выражения куб разности. Попробуйте поставить на паузу, расписать и посмотреть, такие же у вас ответы получаются, как у меня, или нет. Если вдруг я где-то ошиблась, пишите в комментариях, обязательно исправлю. Итак, ставим на паузу, проверяем. Ну, надеюсь, вы все выполнили. Давайте проверим. Значит, первое выражение записано таким образом, второе и третье. Итак, еще раз. Если вдруг у вас что-то не получилось, не переживайте. Кому-то идет это немножечко дольше, кому-то быстрее. Все работают в своем темпе. Но упрощение формул сокращенного умножения, упрощение по формулам требует практики. Если кому-то для этого нужно сделать 2 примера, кому-то нужно сделать 10 примеров, но я убеждена, что все могут справиться с формулами сокращенного умножения. Ну а на этом я заканчиваю. Была рада помочь. Надеюсь, объяснила доступно. Где-то было сумбурно, прошу прощения, но надеюсь, помогла. Ну, до встречи. Буду рада встрече еще раз.